Эх, школа, школа. Пнуть бы ее, да и идти с Богом. Ну да ладно. 2 hours later. 3 hours later. На чем таблички кончаются? Чё, как, народ? И это мои школьные истории 3. Я уже не удивлен на самом деле, меня уже больше ничего не удивляет в этой жизни. Знаете, я рассказывал вам о том, что происходило в школе, но никогда не рассказывал о поездках в школу. А ведь это самый настоящий ад. Чтобы доехать до школы, мне нужно было, во-первых, встать в 7 утра. Этот пункт самый сложный. Во-вторых, встать в 7 утра. Больше пунктов нет. Я думал, поинтереснее будет. Ну, сойдет? Сойдет. Зато когда я уже доезжал до остановки возле школы, первым делом я всегда шел к ларьку. К ларьку с журналами! О боже! Вся моя школьная жизнь была завязана на журналы. Губка Боб, Том и Джерри, Бен 10, какие-то странные машинки, которые нравились лишь моим друзьям, и лишь поэтому я их покупал. Шрек с амулетами, Скуби-Ду, Черепашки-ниндзя и, конечно же, Человек-паук. Все эти журналы стоили примерно 100 рублей тогда. Это 2 дня без обедов. Я даже застал первое появление карточек по черепашкам ниндзя. Это было типа... Ну вот и сдались тебе эти карточки по черепахам. Посмотри, какие у меня. Мне Человек-паук, бля. Немного круче, я своего не откажусь. Ты можешь что угодно мне говорить. Просто попробуй. Какой же ты настырный, ну ладно. Я был чертовски предвзят к ним. Но после того, как мне попалось сразу 4 редких карточек в одной упаковке, мое сердечко растаяло. Знаете, я легко меняю свое мнение. Буфетная жатва. Hey, it's your amigo, my friends, я Мирби, and сегодня я хотел бы вам рассказать про свое favorite блюдо. Индешкола. You know? Ты идиот? Знаете, наверное, в большинстве случаев дети не любят школьную еду, но я обожал. Я чертов фанат домашней еды. Мне может не понравиться фурсифуага с добавлением легкого тюфака. Ты кто такой, чтобы это сделать? Но как могут не понравиться котлетки с пюрешкой? Как? Поэтому я ел все. Но знаете, моей любимой закуской в буфете был кокосовый шарик. Это рассыпчатое печенье, покрытое кокосовой стружкой в форме шарика, внутри которого изысканная вареная сгущенка. Господи, зачем мне это озвучил? Я сейчас пойду, поем, приду. Они были чертовски вкусные. Интересно, продают ли их до сих пор в буфете? Напишите в комментарии. Пау-пау! Бэт на комменты. После школы. После школы мы садились на автобус, но иногда мы могли либо опоздать, либо хотели оставить деньги на еду, поэтому шли до дома пешком. А это был просто огромнейший путь, километров так 5. И делали мы это просто ради того, чтобы зайти в какой-то строительный магазин, где был буфет с кофейным автоматом. И тратили там свои проездные деньги. Это супер бессмысленно, но мы почему-то делали это. Также мы обходили трассу, по которой ехали наши родители, дабы они не увидели, что мы идем домой пешком. Как вы могли заметить, я люблю еду, потому что какого черта? А она любит меня, потому что я все еще худой. Надеюсь, это надолго. Школьная форма. Что? Сейчас под сосисок! Черт возьми, я всегда завидовал другим школам, потому что моя сестра рассказывала, что у них в школе можно ходить в футболке или типа того. Некоторые даже умудрялись там ходить в сланцах. У нас же было все чертовски строго. Если ты пришел в чем-то неофициальном, тебе делали замечания. Но знаете что? Абсолютно все ходили в кроссовках. То есть обычный стиль в нашей школе выглядел примерно как-то так. Глупое, тупое, глупое лицо. Пиджак, брюки и кроссовки для футбола. Футбольчик! Зато в старших классах не то что учителям все равно даже тебе. Поэтому я ходил в чем хотел. Женя, ты сегодня прекрасен. Спасибо. Стихи. О господи, вы не представляете, какая для меня это травма. Я чертовски ненавидел стихи. У меня все еще есть флешбеки из детства, где я затапливаю слезами все тетрадки, пытаясь выучить чертов стих. Зато каким-то магическим образом на утро я помнил стих прекрасно от начала до конца. Но это все равно оставило на мне след. Поэтому в старших классах, даже если я и легко учил их на перемене, я не рассказывал, потому что, как говорили мудрецы, лучше двойка, чем выйти к доске перед всем классом. Кто так говорил? Например, я. Ну что, ребятки, вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. Что ж, этот видос получился достаточно не мемным, как это у меня обычно бывает, но достаточно ламповым, жизненным. Я не знаю, судить вам. Спасибо за просмотр. Пока. Том и Джерри, Бен 10, какие-то странные машинки, которые нравятся лишь моим друзьям, потому это мои упаковки. У меня голова закружилась. Чего?